Дует у нас тут не переставая, в отличие от первых дней, когда я сюда зашел. Тут был вообще все время штиль практически. А сейчас дует уже несколько дней подряд. И ветер такой сильный, вот выходные вообще 56 узлов я первый раз увидел на своем приборе. Поэтому, несмотря на ветер, посмотрим давайте на последствия того самого якоринга на микровигла. В результате чего много чего тут все-таки нужно теперь поправлять. Ну, якорь выглядит сейчас вот так. Вот на нем даже тут ценник остался, 100 евро. С меня взяли за то, чтобы его выпрямить. Не знаю, что с ним делали. Выглядит он очень странно. Такое ощущение, как будто здесь переваривали. Вот тут даже окалина какая-то. Даже вот эту перекладинку, похоже, переваривали. И покрасили все это серебрянкой. Ну, ладно. Работать будет. Работать будет, я думаю. Максимум заржавеет. Что дальше? Дальше Роульс. Роульс у нас вот так болтается. Будем снимать и крепить по-нормальному. Тут также появилась паутинка. Тут вот тоже. То есть удар, когда был, он пришелся вот на пластик. Все-таки вот здесь сделал паутинку, и здесь гель-ковод вот потрескался. Что дальше? Дальше мы видим, что брашпиля нет. Я его снял. В носовой каюте за этой панелью. Сейчас сделаем освещение побольше. Вот так. Она у меня сейчас не та панель. Вот за этой панелью. Здесь у нас кабель выходит. Точнее, два провода и датчик. Датчик вращения шпинделя. Датчик холла выходит туда в якорный ящик. И вот здесь с помощью болтов крепится к клеммам реле брашпиля. Вот он, наш брашпиль, то есть якорная лебедка. Я его уже разобрал полностью весь. Самое сложное было разобрать, это открутить вот этот кноп, вот эту гайку здоровую отсюда. Вот. Откручивается она против часовой стрелки, то есть это просто такая здоровая гайка. А устройство, то есть такая здоровая гайка. Здесь есть устройство Free Fall, то есть свободного падения цепи. Здесь у нас есть шкив для цепи 8-миллиметровый. Это у него здесь такой фиксатор, чтобы он не ходил. Вот здесь есть шкив для цепи. Он крутится свободно на валу. Крутится свободно на валу. Этот фиксатор двумя болтиками крепится сюда, чтобы шкив не ходил, не сваливался с вала. Этот еще тремя болтиками, вторая половина шкива, который по-английски называется Gypsy. В общем, он одевается сюда. Да, и снизу, и сверху находятся конусы. Конусы сцепления. То есть, когда эта гайка закручивается, то появляется сцепление вала с этим шкивом. Пока эта гайка не закручена, то шкив свободно вращается на валу. Поэтому вот это устройство, тут есть такой пин, штифт, который, я его сейчас убрал, не хочу доставать, вот так он достает, оттуда выходит,
И здесь для фрифол ставится еще вот такое приспособление. И вот этот пин, он в одну сторону свободно проходит, а в другую сторону упирается вот в этот упор, и гайка откручивается. Поэтому, когда мы включаем, бросаем цепь, вал начинает крутиться в эту сторону, чтобы бросить цепь. А эта гайка упирается пином в это устройство и таким образом откручивается. Гайка откручивается, и дальше начинает шкип свободно вращаться, и цепь падать. Но это все было. Я не мог это открутить. Несмотря на то, что, как видите, никакой ржавчины нет. Это все не ржавеющие металлы. Даже к тому же тут кругом было все смазано консистентной смазкой. И я не мог это открутить. Я грел это на газу. Я это вот долбил и продолбил вот здесь. Испортил. На работу это не влияет, но на вид испортил. Но работать, если я... Новая лебедка у меня должна быть без фрифола. Я надеялся поставить туда фрифол. Поэтому я и пытался его отсюда снять, этот фрифол, чтобы переставить, если, конечно, это интересная штука. Но он работать будет, но вот так я вот его испортил. Ну ладно, в общем, вот такие конусы сцепления есть. Сейчас мы их снимаем. Снимаем вот эту штуку тоже. Так, собираются эти два шкива вот этими тремя болтиками в единое целое. Сейчас они у меня разобраны. Вот здесь у нас нижний конус. Располовиниваем. Вот так он легко располовинивается. Вот подшипник здесь остался этот на валу. Здесь для него углубление. Подшипник и сальник. Это датчик вращения джипси вот этого шкива. То есть здесь в одном месте дырочка просверлена, и вот на нее датчик холла реагирует, на эту дырочку. Вот подшипники целые, не разбитые. То есть вот этот основной вал. Здесь у нас шестерня металлическая, и внизу тоже подшипник. А проблема была дальше. Вот здесь передаточная звездочка, передаточная шестерня, вот она здесь находится. И она вращалась вот на этой оси и вот на этом подшипнике. Это все, что от него осталось. То есть вот этот подшипник бескорпусный, то есть только... Ну, в общем, он сюда был впрессован, и это то, что от него осталось. То есть подшипник был сломан, разбит. Я уж не знаю, в какой момент, может быть, это давнишняя история. Из-за того, что подшипник был разбит, здесь мы можем видеть, что здесь разбиты, вот в этом алюминиевом сплаве разбиты места, куда это, собственно, оси вставляется. И разбито и в этой крышке, и вот в этой крышке она вставляется вот в это место. И здесь тоже она вот так ходит, то есть она тоже от ударов разбилась, развальцевалась. Эти ветра уже тут несколько дней, они немножко уже бесят. Ничего нельзя делать, постоянно. Это сейчас вот что слабо, а тут 56 узлов, представляете, что тут творится. Так, дальше что здесь у нас? Дальше идет электродвигатель. Тоже я здесь открутил винты. Вот они, 3 винтика, к которым крепится двигатель. Это просто для любопытства, чтобы вы знали, как это устроено. Сейчас кабели чуть проденем. Так, вот это электродвигатель. У него здесь планетарный редуктор. Планетарный редуктор, шестерня планетарного редуктора основная. И она тоже в подшипнике. Это каретка планетарного механизма. Все тут нормально, ничего тут не ломалось, все тут отлично. В общем, эта лебедка Quick
Все сделано мощно, в лебедке хорошо. Металлические шестерни, хорошие силовые подшипники. Тут никаких проблем нету. А вот одно слабое место есть. То есть вот тот передаточный подшипник. Его ось упирается в силумин. Там слабый роликовый подшипник. Все это разбивается и разбивает крышки, и все. Один узел, одна деталь в этой лебедке все-таки слабая. Распаковочка. Так, посмотрим. Что нам прислали? Так, картоночки. Окей. Это накладные. Окей. Опс. Руководство. Прокладка под подошву. Винты для крепления лебедки. Положили мне кабель. Ну ладно. Кабель бесплатно положили. Дальше что мне тут положили? Коробочка. Что в коробочке, интересно? Открываем коробочку. И у нас здесь кое-что, чего не было на лодке. Смотрите. Вот такая штука. Она будет у нас здесь на Нактаузе. Вот в этом месте. Место кнопочки управления. Место кнопочки управления якорной лебедкой. Ну, якорем вверх-вниз. Будет вот такой дисплей. И я смогу видеть, сколько цепи я еще не выбрал. Зацените. Все, будет у меня прибор. А то я все время из-за тузика не видно вообще. Да даже когда там стоишь на носу, эти маркеры, и все равно их пропустить можно, их не видно. Ну и достаем, собственно, наш новоиспеченный брашик. Иди сюда, иди. Тяжеленький, 5 килограмм. Так, коробочку в сторону. И вот он, наш новый брашпиль. Так, дисплей. Счетчик цепи убираем, кабель убираем. С этим все понятно. Ну и вот, зацените, новый абсолютно. Здесь вот такая же гайка, которая как раз откручивается вот этой ручкой. Сюда она вставляется. Все, вот видите, она тут легко откручивается.
Но я не мог открутить. Так. И джипси должен вращаться свободно. Да. Вот видите, джипси шкив вращается. А так затягиваешь, не вращается. И сюда же я могу поставить комплект FreeFall. Вот здесь место для установки упора для штифта. Вот, а сюда я могу поставить свой кноп для FreeFall. Ну ладно, не буду я сейчас. Ну все, пойду монтировать. Сегодня тихое, доброе утро. Ну что ж, приступим к работам. Так, для начала я займусь вот этим местом. Восстановлю здесь гирьковод. Да-да, правильно, в этом месте. Какой-то ос большой прилетел. Вот. Роульс я вчера снял. Вот, подготовил его к установке. Почистил, смазал. В общем, там нечего было делать, просто так, в общем, его подготовил. Вот. Поэтому, ну, план такой. Значит, сначала установим гирьковод, поставим на место роульс, потом займусь установкой брашпиля. Я сегодня с восходом солнца, потому что рабочий день, закончил ремонт гирьковода под роульсом. Паутинок нет, сколов нету. А буду устанавливать роульс, потом лебедку новую. Здесь у нас появился новый прибор, как я обещал вам рассказать про новшество на лодке. Итак, новый прибор, счетчик цепи, который позволит наконец-то мне знать здесь, находясь на посту управления, поднялся у меня якорь, сколько у меня цепи в воде еще осталось. Вот, то есть не нужно мне выбегать на нос и смотреть. Счетчик цепи мне будет это показывать. Якорь мы выпрямили. Заплатил я за это 100 евро. Новый брашпиль. Та же самая модель. Устройство FreeFall я сюда переставил со старой модели. Счетчик цепи поддерживает режим работы FreeFall. Якорь на месте, цепь на месте. Здесь я провел небольшой ремонт гирьковода, убрал паутинки и сколы и посадил роульс на Sikaflex, чтобы он плотнее держался, чтобы он не ерзал по корпусу. Теперь я могу уходить, все работы закончились. Сегодня вечером мне еще нужно подняться на топ-мачты. Там, видимо, стояночная лампочка, видимо, немножко окислилась, и она как-то не сразу включается. Надо будет почистить контакты.